Привет, армия. Это ли знак возвращения самого эмоционального дуэта в истории BTS? Или Чингук и Тэ тайно планируют что-то грандиозное за кулисами? Почему Чингук, который все это время молчал, вдруг сделал такое шокирующее заявление всего за несколько часов до того, как Тэ был замечен улетающим в Лос-Анджелес? И, что еще важнее, что заставило Тэхёна так поспешно покинуть Корею при таких загадочных обстоятельствах? Когда эта новость появилась, армии по всему миру были в шоке, возник большой вопрос. Был ли это просто случайный визит, или должно было произойти что-то грандиозное? В центре внимания СМИ быстро оказался международный аэропорт Инчхон, когда Ким Тэхён, более известный как Ви из BTS, был замечен покидающим Корею с непроницаемым выражением лица. Не было никакой официальной повестки дня от его агентства, никакой информации от HYBE, никаких намеков на расписание деятельности BTS. Все это показалось неожиданным. В течение нескольких часов международные СМИ узнали о присутствии Тэхёна в Лос-Анджелесе, и что самое шокирующее, его встретил Чингук, который, по всей видимости, уже несколько дней был в городе. Воссоединение двух участников BTS не только стало горячей темой в социальных сетях, но и вселило надежду во многих фанатов, которые чувствовали себя потерянными с тех пор, как BTS ушли на военный перерыв. Так что же именно происходило за кулисами? Почему Чингук выбрал именно этот момент для столь эмоционального и трогательного заявления? Было ли все это частью генерального плана, скрытого от публики, или они готовились к чему-то, что может изменить будущее BTS? Заявление Чингука на Уиверс и в его личном аккаунте в Instagram поистине ошеломило многих. В своем коротком видеопосте он, казалось, сдерживал эмоции, говоря: «Мы кое-что планировали, но нам было нелегко говорить об этом сегодня. Наконец-то время пришло. Я жду кое-кого, и он скоро придет». Это заявление не только ознаменовало прибытие Тэ, это также породило множество предположений о том, что вскоре они будут выступать вместе в рамках секретного проекта. В связи с этим появилось множество теорий, был ли это новый дуэтный проект, было ли это началом долгожданного саб-юнита, или же за их встречей скрывалась более глубокая личная причина? Теперь все возможности были открыты, и каждая всплывшая деталь, от фотографий в аэропорту до постов в социальных сетях, приобретала все большую значимость. Социальные сети и онлайн-взаимодействие – все это стало частью пазла, который складывался воедино. Источник, близкий к HYBE, сообщил, что этот визит был неординарным. Между Чингуком и несколькими ведущими американскими продюсерами была организована специальная частная встреча, и, как сообщается, Тэхён присоединился к обсуждениям. Источник также упомянул о планируемом кросс-континентальном сотрудничестве, в котором Тэхён играет ключевую роль. Это породило предположение о возможном запуске нового музыкального релиза с участием двух участников группы или даже масштабного международного визуального проекта, над которым они работали уже некоторое время. Однако есть и другая эмоциональная сторона, которую нельзя игнорировать. Многие фанаты считают, что эта встреча была не просто проектом, она также была посвящена эмоциональным потребностям и взаимной поддержке. После перерыва BTS многие армии почувствовали потерю чувства единства, которое было жизненной силой BTS. Эта встреча Чингука и Тэхёна для многих символизировала то, что их связь остается неизменной, возможно, даже сильнее, чем прежде. На фоне общественного давления, молчания в обществе и высоких ожиданий эти двое показали, что все еще нуждаются друг в друге, все еще ищут друг друга и все еще поддерживают друг друга. Чингук также сказал кое-что, что тронуло многих во время своего прямого эфира. «Мы не просто коллеги, мы не просто друзья, мы семья. А семья всегда находит дорогу друг к другу». Это заявление было сразу же интерпретировано как знак того, что, несмотря на каждый из их путей, они все еще сохраняют общую нить, которая связывает их как неразрывное целое. Итак, какова была реакция Тэхёна? Хотя Тэхён не делал длинного заявления, он опубликовал в Instagram фотографию с короткой подписью «Дом». Одного этого слова было достаточно, чтобы заполонить его комментарии тысячами ответов. ARMY восприняли это как эмоциональное признание в том, что Чингук, или, возможно, Лос-Анджелес, их эмоциональный дом.
Вновь возникли догадки, было ли это знаком того, что они готовятся к особенному камбэку, или это просто часть их эмоционального процесса восстановления после стресса, пережитого за последние несколько лет. Что еще интереснее, за несколько дней до ухода Тэхёна было много маленьких сигналов, которые большинство людей упустили из виду. Чингук был замечен публиковавшим старые песни, которые они пели вместе, включая их дуэтные 10.000 Hours и Stuck With You. Многие посчитали это ранним намеком на то, что что-то готовится. Теперь, когда все начинает складываться в единое целое, эти домыслы больше не пустые теории, они – основа чего-то очень реального. Какова бы ни была настоящая причина, одно можно сказать наверняка – встреча Чингука и Тэхёна в Лос-Анджелесе была не просто воссоединением. Это был момент, который вновь разжег страсть миллионов армий по всему миру. Это был момент, который продемонстрировал любовь, дружбу и связь между участниками BTS, которые не могут быть потушены расстоянием, временем или долгом. Это был знак того, что что-то начинается, что-то, возможно, большее, чем мы когда-либо могли себе представить. Наблюдатели в индустрии теперь предсказывают различные сценарии. Одна из них – возможность запуска сабюнита T-Cook, то, о чем фанаты мечтали годами. Учитывая, что эти двое находятся в Лос-Анджелесе, глобальном центре развлечений, а также эмоциональное взаимодействие и сообщение о присутствии продюсерской команды HYBE в этом регионе, многие подозревают, что это финальная стадия подготовки к важному релизу. Ходят слухи, что несколько крупных американских лейблов ведут интенсивные переговоры с представителями BTS. Хотя вышеизложенная история кажется очень трогательной, эмоциональной и убедительной, следует категорически заявить, что все содержание этой статьи ложно и не основано на каких-либо официальных фактах от каких-либо заинтересованных сторон, включая лейбл Чингука, Тэхёна или HYBE. Эта статья – вымышленный рассказ, намеренно созданный в стиле кликбейта и эмоциональной критики. Это не журналистский репортаж или фактическая информация. На сегодняшний день нет официального подтверждения того, что Чингук находится в Лос-Анджелесе, чтобы поприветствовать Тэхёна, или что они планируют совместный проект в США. Даже присутствие Тэхёна в аэропорту Инчхон и слухи о его отъезде в Лос-Анджелес не подтверждены фактами или публикациями авторитетных СМИ. Изображения, связанные с прибытием Тэхёна или тем, как Чингук встречает его в Лос-Анджелесе, никогда не появлялись в документах или заявлениях авторитетных источников. Недавно Чингук действительно проводил прямую трансляцию и говорил о том, что скучает по участникам BTS, но он ни разу не упомянул, что ждет кого-то, не говоря уже о том, что Тэ присоединится к нему для секретного проекта. Утверждения в статье являются полностью вымышленными, созданными исключительно для создания эмоционального эффекта и драматизма. Анонимный источник HYBE, упомянутый в статье, также не поддается проверке, официального заявления нет подтверждения от сотрудников агентства, и нет никаких сообщений от корейских или международных СМИ о предстоящем сотрудничестве Чингука и Тэ. Такие фразы, как «это начало новой эры BTS» или «эта встреча возродила дух миллионов солдат», это просто гиперболы, используемые в вымышленных историях для возбуждения любопытства, но не имеющие под собой никакой фактической основы. Эмоциональные фразы, такие как «мы не просто друзья, мы семья», также трактуются открыто и никогда не произносились Чингуком в контексте этой статьи. Хотя Чингук и Тэхён известны своей дружбой как участники BTS, их отношения всегда представлялись как деловые и дружеские, без каких-либо прямых заявлений о тайно планируемом сотрудничестве в Лос-Анджелесе. Еще один неоспоримый факт заключается в том, что Тэхён в настоящее время проходит обязательную военную службу, поэтому крайне маловероятно, что он поедет за границу, особенно по личным делам. Такие поездки требуют строгого разрешения корейских военных властей. Нет никаких доказательств того, что такое разрешение было выдано или обработано. Подобные спекулятивные новости часто появляются среди поклонников К-поп, особенно когда речь идет о таких известных именах, как Чингук и Тэхён. Однако, как разумному читателю, важно всегда проверять источник информации, проверять достоверность новостей и избегать слепой веры в эмоциональные истории без конкретных данных. Хотя фанфики могут быть увлекательными и трогательными, их не следует приравнивать к журналистским репортажам или официальным заявлениям агентств. Поэтому мы повторяем, новости о том, что Чингук забрал Тэхёна в Лос-Анджелесе, что они планируют совместный секретный проект и что HYBE готовит новый юнит. Все это ложно и безосновательно.
Если вы найдете похожие статьи в социальных сетях или других неофициальных платформах, рекомендуем вам поискать сравнительную информацию на авторитетных новостных сайтах, таких как Сумпи, Крибу или ведущих корейских СМИ, таких как Naver и Dispatch. Проверьте официальные аккаунты BTS, лейбла HYBE и самих участников группы в социальных сетях. Не распространяйте подобные новости без точной проверки. Конечно, мы все жаждем воссоединения Чингука и Тэхёна и возвращения BTS к совместной музыке, но, как разумные и ответственные члены сообщества ARMY, мы также должны гарантировать, что распространяемая информация остается чистой, достоверной и не вводит общественность в заблуждение. Фантазии и надежды допустимы, но факты всегда должны быть основой для восприятия текущих новостей. Нам остается только ждать официального заявления от заинтересованных сторон, и когда этот момент наступит, он будет ощущаться гораздо более особенным, потому что это реальность, а не просто иллюзия, созданная из красивых, но лживых слов.